Мы привыкли, что цифровая трансформация, цифровизация у нас всегда ассоциируется в первую очередь с финансовыми учреждениями, телекомом. Сейчас, конечно, там демонстрирует высокий уровень зрелости реальный сектор, промышленность. И вдруг медицинское учреждение, компания, работающая, ну, насколько мы знаем, все успешные, долго работающая на рынке медицины, здравоохранения, медицинских услуг. И вдруг директор по цифровым технологиям, директор по цифровизации. Скажите, как это стало возможным? Да, действительно, честно говоря, если вы посмотрите на полгода назад на компанию, то такой должности еще не было, то есть ее ввели. Это новый такой этап в развитии медиси. И это связано с тем, собственно, с теми тенденциями, которые вы обозначили в других отраслях происходят. Потому что, да, отрасли одна за одной проходят этот вот ураган, если можно так назвать, цифровой трансформации. И главное, это сказывается на пациентах, на клиентах для других отраслей, для нас на пациентах. Пациенты избалованы, если так можно сказать, корректно будет, опытом других отраслей. Они привыкли общаться с банком через приложение, они привыкли удобно покупать билеты, вызывать такси и так далее. И того же ждут от медицины. Поэтому, наверное, это один из самых основных трендов, который подталкивает и такую консервативную отрасль медицинскую тоже в этот омут цифровой трансформации. МИДСИ является лидером частной медицины, понимает эти все тренды. Собственно, с этим и связано формирование такого направления, введение позиции и ту стратегию, которую мы разрабатываем в области цифровой трансформации. Очень интересно. То есть, получается, тот тренд, направленный на развитие цифровых сервисов, да, цифровых каналов коммуникации, цифровых сервисов между провайдером тех или иных услуг. В данном случае, получается, медицинское учреждение, в принципе, тоже как бы является провайдером услуг, да, частному лицу. То есть, получается, этот тренд уже напрямую затронул, так сказать, пришел уже в сферу медицины. Ну, нельзя сказать, что он прям в широком смысле пришел. Если смотреть на мировой опыт, то в каждой стране ситуация выглядит по-разному. Конечно, лидером сейчас является Китай. Там он, можно сказать, уже пришел, и там есть примеры просто гигантских цифровых как бы экосистем, да, которые управляют уже классическими клиниками. Там в Европе меньше распространения, в России, наверное, только начинается. Есть первые ростки того, что этот тренд приходит. Поэтому скорее не пришел, но приходит, и мы понимаем, что мы вот-вот находимся на грани этой волны, которая, наверное, перевернет, либо каким-то существенным образом изменит то, как люди потребляют медицинские услуги. Смотрите, очень интересную точку зрения вы высказали, давайте попробуем ее развить. Часто используются два термина – цифровизация и цифровая трансформация. Не всегда как бы эти термины как бы, им уделяют какое-то внимание, их смысловой составляющей, их там часто используют. Из того, что я как эксперт в области цифровизации, работы с данными, не скрою, вот я не работал еще с медициной, да, но работая с другими отраслями, с другими индустриями, слышал о каких-то там инновациях, о каких-то, значит, инициативах в медицинской области. На мой взгляд, они больше все-таки касались слова цифровизация, да, то есть мы там видим и там, ну я, по крайней мере, как частное лицо, да, слышу там какие-то инициативы на уровне правительства, государства, телемедицины и так далее. А мы все-таки, я так понимаю, что МИДСИ, являясь лидером, этап цифровизации как бы прошло, да? Смотрите, мы вот немножко попытаясь развить вашу мысль, мы в принципе выделяем как бы, ну не только мы, такой есть подход, выделять три этапа. Это первая диджитализация или цифровизация, и в преодолении к медицине это скорее переход от бумажных носителей на электронные, то есть то, что мы называем МИСами, медицинские информационные системы, электронная карта, то есть то, когда… Это то, что сейчас активно развивается. Ну, в государстве, да, ну, там частные клиники перешли на это довольно давно, и этот этап уже пройден, ну, а в мире тем более. Вот, это как бы цифровизация. Дальше, наверное, можно выделить этап, который мы называем, ну, вот, это digital first, то, что такой есть, как бы такой термин, да. Следующий этап — это mobile first, это когда, в том числе и клиники, переходят в мобильные приложения. То есть это появление приложений, появление личных кабинетов, то, где пациент может увидеть свою карту, анализ там, и так далее. Вот этот этап МИДСИ тоже уже прошло, у нас есть приложение SmartMed, с функционалом мы будем его дорабатывать, развивать, но здесь как бы мы тоже на пути. Есть третий этап, который называется AI First, ну, скорее можно шире сказать, он связан с данными прежде всего. Да? AI, то есть, это, давайте поясним, искусственный интеллект, artificial intelligence, да. Или можно сказать data first. Да? Вот именно этот этап мы
как бы ассоциируем именно с цифровой трансформацией. То есть digital first — это в принципе приход информационных технологий в медицину, mobile first — это приход их в телефоны, в смартфоны, и, наконец, последнее, data first или AI first — это уже цифровая трансформация, когда мы не только начинаем общаться через электронные каналы, но и начинаем принимать решения на основе данных. Отлично. Давайте тогда, правильно ли я понял, что как раз МИДСИ сейчас говорит как раз уже о третьем этапе, да? Про третий этап, да. Первые два этапа, они, конечно, никогда первый не... пройден, второй в процессе, а третий вот... они как новые. бы, да, это постоянное там повышение Да, уровня да. зрелости, развитие каких-то новых интересных сервисов там, и так далее. А вот челленджем, именно вызовом таким Да. является как раз этот этап. Скажите, а вот давайте мы поговорим и вот нашим зрителям расскажем, а в чем же, собственно, вот это value, в чем же вот интерес в artificial intelligence в медицине? Где точки применения? Для чего? Да? Вот об этом. На самом деле, простой ответ будет везде, да. Вот, но если чуть больше детализировать, то мы для себя условно разделяем как бы цепочку, что ли, создания стоимости медицинского бизнеса на три больших блока. Это медицинская, собственно, часть, или там clinical excellence, если можно так говорить на английском. Это операционная часть. То есть clinical — это то, как происходит лечение пациента. Вторая часть — это операционная эффективность, собственно, то, как мы управляем бизнесом, все, что влияет на эффективность, на PNL, по сути, да. Вот. И третье — это клиентский путь, customer journey, то, как мы общаемся с клиентом. Вот, с пациентом. Так вот, данные, да, и там решения на основе данных, они влияют на все, на каждый из этих блоков, и мировой опыт показывает, что в каждом из этих блоков можно добиться существенного повышения операционной эффективности. То есть есть исследования, которые показывают, что суммарный эффект может достигать до 20% на EBITDA, то есть на финансовый показатель. Суммарный эффект вот инициатив. В какой из этих трех частей? Суммарный эффект. Суммарный во всех трех. Инициативы разные могут быть. То есть от сокращения койко-дня в стационаре или time to doctor, или же система там по управлению, например, или по анализу, я, наверное, чуть позже расскажу подробнее, качество там заполнения протоколов докторами, либо же система customer value management, то есть управление взаимоотношениями с клиентом, правильные напоминания и так далее. Там куча разных инициатив можно применять, но суммарный эффект довольно существенный. Вот. И что немаловажно, помимо вот этих традиционных как бы направлений, мы выделяем еще новые, то, что называется новые бизнесы. Мы понимаем, что помимо применения технологий в наших таких традиционных процессах, само использование данных, построение решений на них может создать новые потоки выручки, прибыли и новые бизнесы. То есть эти решения могут быть востребованы рынком, либо нашими партнерами, либо государством, вот, и отдельно генерить потоки. Вот это очень интересная мысль. Вы сказали, востребованы партнерами, да? Дело в том, что вот компания, вендор, которого мы представляем в России, информатика, да, она тоже проводит свои исследования, и в одном из исследований, не так давно опубликованном, они сказали, что самые большие, как бы, генераторы данных и первопроходцы в области как раз искусственного интеллекта, да, машинного обучения, это как раз медицинские учреждения, это фарминдустрия, да, и так далее, и так далее. То есть это формируется вокруг вот данных, медицинских данных, да, формируется целая вот экосистема. Я правильно понимаю ваши мысли, когда вы говорите о партнерах, вы говорите, расскажите, пожалуйста, что это за экосистема и как вообще в России сейчас это происходит? Надо сказать, что в России, конечно, это все в таком зачаточном состоянии, то есть есть попытки сделать какие-то решения. Но, в принципе, смотря на рынок, мы видим следующую ситуацию, что есть клиники, довольно большие клиники, как МИДСИ, у которых есть довольно много данных, есть медицинские компетенции, но нет технологий для создания на основе этих данных решений. То есть не то чтобы нет, то есть они не развиты, они не являются ключевыми такими компетенциями. С другой стороны, есть стартапы, которые создаются, и у нас в России уже их немало, в области медицины, которые разрабатывают решения, интересные на основе данных, но у них, собственно, нет того, что есть у клиник. У них нет большого объема реальных данных. Те самые большие объемы реальных данных. И компетенции медицинской, которые, что искать, где искать. Да, и докажут, и подтвердят, что да, это решение интересно в практическом смысле. Вот, поэтому мы видим здесь такую рыночную возможность для объединения усилий и создания продуктов, которые могут быть интересны как внутри, да, в частности, нам как внутри МИДСИ. Например, не знаю, для примера, работа со снимками.
Да, у нас есть довольно большой объем лучевой диагностики, который мы выполняем. Прежде всего, это онкоскрининги, да, и поиск онкологических патологий. И там довольно много уже есть публикаций на Западе, что, конечно, алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения справляются с поиском патологий гораздо лучше, в ряде случаев, чем доктора. Мы не беремся утверждать, что там гораздо лучше, но нам кажется правильным, например, чтобы система или решение на основе искусственного интеллекта делала постконтроль, проверяла заключение наших докторов, и если выявляются какие-то ложноположительные либо ложноотрицательные результаты, то направлял их на повторный пересмотр. Это, например. Очевидно, что если это решение будет реально использоваться в практике МИДСИ на больших объемах, доказывать свою эффективность, то найдутся другие клиники, которым это будет интересно, как частные, так и государственные. Это пример одного из применений. Другое направление, есть работа, конечно, с фармкомпаниями. Не скажу, что у нас есть здесь опыт, скорее есть идеи. Мы видим, что вот именно монетизация данных, такой термин, да, он используется на Западе. И действительно и фармкомпании, и страховые компании заинтересованы в покупке агрегированных, обработанных объемов данных от клиник, которые позволяют им, страховым компаниям, лучше оценивать риски, фармкомпании лучше исследовать эффективность препаратов, либо выбирать людей для клинических испытаний. Скажу так, что у нас пока на рынке нет такой прям практики, да, но есть попытки, есть разные агрегаторы, типа, например, консультанты, которые пытаются такие бизнес-модели сделать. Есть просто контакты с фармой. Консультанты — это именно посредники, которые пытаются в медицинской индустрии специализированные? Да нет, я бы сказал, такие общего профиля, но у которых есть, с одной стороны, большой портфель партнеров фармкомпаний, с другой стороны, медицины. Они пытаются, эти отрасли подружить. Мы думаем, что в этом есть потенциал, именно поэтому верим в том числе не только в решение на данных, да, а и в ценность самих данных. Не так давно я читал исследование по рынку Великобритании. Там авторы исследования попытались оценить стоимость данных, которыми владеет система NHS. И получилось какие-то там космические деньги. Если пересчитать аналогично на, например, данные МИДСИ, то у нас огромный актив просто, который можно монетизировать.